Почему большинство покупают Mi Band от Xiaomi? Все просто. Они самые дешевые, стабильные и функциональные. Huawei иногда удачно конкурирует своими браслетами в некоторых моментах. И вот Oppo Band от BBK попытался получить свой кусок рынка. И хотя он выглядит прилично, по мне попытка довольно печальная в некоторых моментах. Сейчас расскажу о нем и сравню для вас с Mi Band 5 серии, на которой у меня уже есть максимально подробный обзор по ссылке в правом верхнем углу. Tube 561, всем привет, вы на канале Пользы.нет, здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры без мата и ужимок. Подписывайтесь с лайком и участвуйте в розыгрышах, выиграть можно 5 Mi Band 5 серии раз в месяц, ушки Liberty Air 2 и 3 топовые щетки, все условия в описании к видео. А сегодня я вам быстро расскажу о фитнес-браслете Oppo Band, по ходу сравнивая с лидером рынка Mi Band 5, и оба девайса у меня на руках. Так что это не пустое сравнение железа с вымышленной цифрой. И первая мысль — это два близнеца. Упаковка одна из самых приличных из всех браслетов у Oppo. Красиво, стильно, плотно, ощущения шикарные, сама коробка и инструкция на китайском. Коробка по мне лучше, чем у пятого Mi Band, хотя кому что. Распаковали. Кредл зарядки у браслета Oppo, как у браслета Mi Band 4 у пятого поколения, зарядка лучше. Удобства кредла у Oppo, как вы понимаете, мало. Каждый раз необходимо будет доставать капсулу из браслета. К Mi Band 5 достаточно просто примагничивать проводок. При том, что у Oppo еще и очень сложно вытащить капсулу. Первая активация. Качайте по QR-коду программу, как и в Mi Band. Активация по сотовому телефону лично мне не удается на данный момент, как и другим блогерам. Но через электронную почту получается все проще простого. Далее включаете Bluetooth, включаете поиск устройства, обновляете браслет. Все и как с любым браслетом любого производителя. На данный момент браслет только на китайском, чтобы поменять его на английский язык, используйте стандартный лайфхак. Меняете язык сопряженного телефона на английский, и браслет становится на английском языке. Продавцы уже продают браслеты на русском. Не знаю, как они это сделали. Возможно, они продают глобалку раньше, чем ее начал продавать Oppo. Программа на английском, браслет также получается у нас на английском языке. Как и сегодня Mi Band 5. Но с 15 числа у Mi Band 5 появится глобалка, и он, соответственно, встанет на русском языке. Обещают официально у всех браслетов русский довольно скоро, как и у Mi Band. По функциям. У Mi Band 5 есть функция Bluetooth кнопки для дистанционного фотографирования. В Oppo Band этого нет. С другой стороны, у Oppo есть датчик оценки насыщения уровня кислорода в крови. Возможно, у Mi Band это появится в глобалке, но сейчас в китайской версии этого нет. Стоковый браслет у Oppo удобнее, и есть автоматический датчик определения нахождения браслета на руке. Что это такое? Проще, пульс у воздуха Oppo считать отказывается, в отличие от Mi Band. Экран, как и у Mi Band, понимает свайпы и касания. Единственное, у Oppo нет сенсора в нижней части экрана, только надпись Oppo. Полная зарядка браслета через зарядное устройство Pogo занимает 1,5 часа. Вес обоих девайсов 23 грамма. Сон Oppo на данный момент, по моим наблюдениям, считает лучше. Будильники и в Oppo, и в Mi Band можно ставить только в программе. На данный момент, по моим тестам, у Oppo Band автономность только 5 суток, у Mi Band 5 10 суток, и тот и другой браслет обещали 14. При том, что и там, конечно же, все включено, все отслеживание по максимуму. У Mi Band есть, в отличие от Oppo, оценка уровня стресса, а в Oppo ее нет. Плюс Mi Band можно успокаивать себя дыханием. В обоих браслетах пока нет возможности оплаты, нет многозадачности, русский язык появится и там, но вскоре, нет динамиков. Микрофон есть у Mi Band 5 с NFC версией, но помощник на данный момент опять же только на китайском языке. Модуля GPS нет, плавание и грибки оба браслета считают. У обоих есть управление музыкой, погода, оповещения, можно сбрасывать входящий вызов и выключать звук этого вызова. Много watchface'ов, секундомер, таймер и поиск телефона у обоих браслетов. Экран более сочный по мне у Oppo, но по ощущениям он меньше, хотя это не так. Функционал программы в разы богаче у Mi Band, плюс у Band есть анимированные watchface'ы. И у Mi Band 5 серии есть виджеты быстрого доступа, чего нет у Oppo и вряд ли появится. Уведомления приходят на русском и у Oppo, и у Mi Band. Вибрация примерно одинаковая, и у обоих она по мне не фонтан. За рулем считает шаги тот и другой браслет по 100 ложных шагов за 20 минут. И шаги, в принципе, они считают, по моим тестам, с 5% ошибкой, что в принципе неплохо. По цифрам, у Oppo экран AMOLED 126 на 294 точки. В принципе, как и у Xiaomi, 126 на 294 и такой же AMOLED. Защита от воды 5 атмосфер, как у Mi Band 5, так
так и у Oppo. Конечно, у обоих шагомеры, читать на улице можно и тот, и другой, автояркости нет ни у того, ни у другого, весят оба браслета по 23 грамма, размеры капсулы даже визуально больше у Mi Band 5 версии. Цена примерно одинаковая, $29 по ссылке в описании к видео у обоих браслетов. Я брал базу, просто Sport Edition Oppo. Есть еще Oppo Band Fashion и Oppo Band Evo. Разница, по идее, только в ремешках. Стоят те, что с крутыми ремешками, дороже. Резюмирую, мне Oppo понравился больше. Но Mi Band 5 объективно лучше, хотя работает на данный момент по ощущениям менее шустро, чем Oppo Band. Mi Band однозначно можно будет оплачивать, пусть и не всеми карточками, не всеми банками, но все же. Когда же допилят эту функцию в СНГ Oppo Band, неизвестно. А в древнем Honor Band 5, кстати, есть многозадачность. Миссию выполнил, рассказал. Следующий обзор будет о наушниках Edifier X3. Их я разыграю 5 пар после обзора. Про эти браслеты расскажу подробнее на стриме, может быть вместе с новым телефоном Huawei P40 Pro, но не факт. Пишите, что еще купить на обзор, участвуйте в конкурсах и ставьте лайк за труды. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.